Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Ну что, билд на бруталити Гварда продолжается, но в скором времени закончится, потому что надо уже побриться, а то мне уже самому некомфортно. Ну, ладно. Это мы отложим немного в сторону, скажу немножко по своему самочувствию. Как вы видите, голос стал намного живее, намного энергичнее. И я бы хотел сказать, что в этом ролике я буду пытаться собрать Свена, Керри через Ведьмаков, Драконов, плюс здесь еще есть Спектра. На самом деле, редко когда падают две нужные легендарки, но так как под предыдущим роликом даже не собралась половина лайков, к сожалению, я этого сделать не могу. Вот когда соберется, соответственно, под предыдущим роликом... О май гад! Маршрут перестроен. Все, я даже знаю, что я буду собирать в этой каточке. В общем, под предыдущим роликом не собралась даже, скажем так, половина лайков, поэтому, видимо, никому не интересно это Свен, Керри, Ведьмаки плюс Драконы. Поэтому что? Правильно, поэтому мы будем сегодня пробовать реализовать и нежить, так как мне со старта пришла Тракса в двойку. Боже, такое редко происходит, что Тракса в двойку мне приходит, со старта причем. Это же просто эврика какая-то. Ну, посмотрим, как оно дальше будет идти. Я надеюсь, все так же и продолжится, потому что, как бы, знаете, это может быть байт от игры. То есть, смотрите, вы собираете Траксу в двойку сейчас, да, а игра такая, а я забайчу я тебе на то, чтобы ты пытался собрать нежить. И я такой, окей, давай попробуем, соберу нежить. На самом деле, я в одном из предыдущих роликов, короче, пару роликов назад я говорил о том, что если там соберется 50 лайков, то я, соответственно, выпущу нежить. И, соответственно, в правом верхнем углу экрана будет подсказка на этот ролик. Поэтому, если там будет не доставать какое-то определенное количество лайков, вы обязательно зайдите и доставьте эти 50 несчастных лайков. На самом деле, ваши лайки не очень мне помогают в развитии канала, и я поэтому очень часто зазываю вас их поставить. Скажем так, для меня это создание контента, байт на создание контента, а для вас это поддержка автора, естественно. Вот. Что у нас тут есть? Предметы пока что со старта идут шикарно. Я бы даже сказал, что мне Муэрта со старта пришла. Еще и две гиды. Я бы хотел это... А, понял. Чел тоже хочет собирать себе нежить. Ну вот что за закон подлости? Только я хочу какой-то билд собрать, сразу кто-то его тоже собирает. Вот реально это закон подлости? Напишите в комментариях, у кого такая же ситуация, когда вы хотите какую-то конкретную сборку собрать, которую никто никогда уже не собирает, она уже максимально неактуальная становится, и тут бах, в катке собирает 2-3 человека такое. Благо, здесь пока что он один собирает. Благо. Ну, посмотрим, как оно дальше будет. На самом деле у меня и шмотки хорошие, и в целом ситуация отличная. Еще сейчас, если придет ко мне визаж, мне нежить приходит. Отлично! Я бы сказал, даже шикарно. И я на самом деле хочу взять уровень, но минус знаете в чем? А минус в том, что даже если возьму сейчас уровень, то мне некого даже поставить на стол. Вот в чем загвоздка. Еще один человек собирает себе нежить. Что это за закон подлости такой? Уже как минимум есть 3 человека, включая меня, кто хочет собирать нежить. И я, короче, решил рискнуть, поэтому взял сейчас 5 уровень. Как там? Есть шанс на хорошую фиолетовую фигуру. Поэтому давайте, пробуем. Пробуем, не стесняемся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет, только не пуч. Почему я так сейчас вот отреагировал? Это из-за того, что пуш может меня застанить на очень много времени, и за это время меня могут разобрать. Но благо, что тут тоже играет человек на нежити, у меня нету подбафа по хп, у меня в двойку Тракса, и я более-менее хорошо себя чувствую. Вот в чем хорошо. Не, ну как же добротно идет. Как же идет добротно. Тьфу-тьфу-тьфу. Тут по-любому есть какая-то загвоздка в этой каточке. По-любому есть какая-то загвоздка. Это прям, ну, гадалки не ходи, гадалки не передавай. И можешь даже на кофейной гуще не гадать, потому что будет здесь какой-то подвох. Отвечаю, тут какой-то будет подвох в этой катке. Просто, ну вот, не передать словами. Кстати, можно было бы попробовать охотников со старта поставить. То есть взять 6 охотников, выставить их на стол и сыграть через 6 охотников пока что. Я думаю, это не будет ошибкой. Я думаю, даже это будет намного сильнее, нежели я поставлю сейчас 6 нежити. Хотя на самом деле 50 на 50. Я думаю, все-таки под 6 нежитями будет намного приятнее играть. Да, я, наверное, все-таки останусь верен своему слову и буду играть именно через 6 нежити.
Если придут охотники, то, естественно, я поставлю лучше 6 охотников. Не будут приходить охотники, естественно, я не буду их ставить. Ну, тут как бы логика логичная. Не знаю, ладно. Короче, я еще в небольшом замешательстве. Кстати, тут, я вижу, собираются рыцари. Скорее всего, здесь будут драконы-ведьмаки через Керри Свена. Надеюсь, они не придут, потому что если они придут, будет жопа боль. Будет жопа боль, просто, ну, несите пластырь. Несите пластырь, потому что эту боль не заклеить никакими другими средствами, кроме пластыря. Пока ситуация реально отличная. Кстати, ребят, байт на лайки. Байт на лайки сейчас говорю, смотрите. Если этот ролик соберет 50 лайков, я выпущу что-нибудь, какой-нибудь контент с Керри-легионкой. Я думаю, многие хотят увидеть эту огромную Керри-легионку с тонной урона с руки и вот просто посмотреть на ее реализацию. Поэтому смотрите, 50 лайков я здесь собираю, Керри-легионочка обеспечена. Вот. Просто фан-билд. И это будет ранговая катка. Так как я все равно сейчас на ЛД еще сижу, потому что там ранги сбросились недавно, но думаю, все это прекрасно понимают. И я, как уже ранее говорил, я на циферки не играю, я играю на контент. Поэтому контент мне важнее намного, чем циферки. Потому что, ну, даже не... Вот знаете, время, когда ранги сбрасываются, я использую это время для того, чтобы показать какой-то качественный контент. Интересный, веселый, такой необычный. Ну вот иногда, к сожалению, не получается. Не получается, потому что, ну, куча ферзей тоже слетела на ладью сейчас. Как-то так. И поэтому они играют на мете. И против них давно тяжело играть. Ну, ничего страшного. Это как бы полбеды. 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 Боже, что я несу? Не, пока что мне все нравится. Ситуация огонь. Еще бы мне сейчас 6-я нежить пришла. Я бы мог уровень взять, но не хочу пока что брать. Я, возможно, даже... Неужели это будет ранее Тракса? Серьезно? Если это в действительности будет ранее Тракса, это ж обалдеть как жестко. Это не то, что жестко, это обалдеть как жестко. Ну вот, кстати, оглушение 4,5 секунды. Еще и урона тонна нанесет. Вот, кстати, кто-то говорит, что этот пуш, но он бесполезен. На самом деле, я с ним соглашусь. Соглашусь, но есть такие ситуации, когда у вас в крайних точках вражеский керри стоит, и у вас есть пуш. Вы можете сделать так, что этот пуш его сразу притянет и на 4,5 секунды оглушит. Это дикие цифры на самом деле. 4,5 секунды стана. Обалдеть. Пока неплохо. Винстрик есть даже. Мне нравится. Мне все нравится пока что. 2 гоблина. 2 гоблина и мобы. Не. Не. Чел на орках-воинах забрал винстрик у Виэна. Угу. Угу. Что вы понимали, в следующем раунде он должен был ко мне прийти. То есть через мобов он должен был ко мне прийти, и я бы с удовольствием забрал бы его винстрик 5 единиц. Но, игра решила по-другому. Обидно, конечно. Обидно, что он стырил винстрик этого молодого, горячего альфа-самца. Альфа-фа-фа. Боже, мне это так нравится, когда на некоторых фразах, которые вот надо произнести без запинки, без заикания, без газования, у меня иногда происходит вот такая вот тема. Хочется быстро что-то интересно прикольное сказать, и ты просто на месте газуешь. Ой, газуешь, буксуешь. What is it? Чего? Во-первых, у меня куча нежити сейчас. Во-вторых, обалдеть, какие шикарные предметы у меня. Тут по-любому будет какой-то подвох. Либо же в дальнейшем мне в лете не будет вести с предметами, либо же меня в лете вынесут настолько сильно и быстро, что словами не передать. Вент что-то такое непонятное собирает. Он что-то хочет с троллями сделать. Либо же это будут воины, что я конкретно не хочу видеть. Если там будут воины, то ой-ой-ой, какая жопа боль будет. Ой, какая жопа боль. Ну, ладно.
Так, сейчас Вен приходит, я его быстренько оприходую, он уходит сейчас, там, минус 10 давай хотя бы нанесу. Давай, минус 10. Нормально, нормально. Сколько? Минус 8. Ладно, я почти угадал, я думал минус 10 будет, кстати. Кстати, о птичках. Я сейчас могу поставить 6 нежити. Но знаете, в чем минус? Я не особо хочу выходить из инкама. Я сейчас сделаю как-то так, вот, я сейчас поставлю 6 нежити, а снайпера я уже поставлю на 7 уровне, когда я буду, соответственно, апаться. О, кстати, Вен сделал фулл троллей. Сказать, что это хорошо? Нет, это ни в коем случае не хорошо. Для меня это новости плохие, потому что он в любом случае может перекинуться на воинах, забрать мой винстрик, причем на изи заберет мой винстрик своими воинами. Ну, как бы, да. Да. Но я надеюсь, я хотя бы еще немножечко с винстриком побуду, по крайней мере, пока не выйду в 50 монет. И надеюсь, что мне придет какое-то усиление еще. Например, Муэрта в тройку до 20 раунда. Кто-то такой говорит: слышь, молодой, а ты, ну, не слишком много хочешь Муэрту в тройку до 20 раунда? Не слишком. Не слишком хочу, потому что сколько раз я видел своего противника Муэрта в тройку на 20 раунде, притом у него еще 50 монет, и он еще и уровень в это время брал, поэтому у него там 8 что-то плюс-минус уровень был. Или как челы находят на 8 уровне Свена в двойку, со Спектрой в двойку. Я тоже так хочу. Сейчас, короче, наною, и мне придет Муэрта. Смотрите, ребят, ноем. Бог рандома иначе не понимает. Если вы начинаете ныть о том, что вам что-то не приходит, что-то у вас идет не так, вы начинаете ныть, и все. И все, вам начинает идти вот так вот просто. Бог рандома такой: на, не плачь. Ну на, ну ребенок, ну не надо плакать, на тебе, на. А ты такой: мне мало, хочу больше, больше хочу. Короче, что я вижу по игре? Во-первых, тут будет тролль. Ну, точнее, тролли, ну, через волшебников чел будет играть. Это вот этот чел на веяние. Либо же он будет собирать дальше троллей, либо же он дальше будет собирать воинов. То есть одно из двух. Также, что я здесь увидел? Я увидел здесь челика, который играет на рыцарях. Скорее всего, он будет не на рыцарях играть в конечном итоге, а он будет перебилдиваться в драконов ведьмаков Свена. Потому что у него там в расширенном пуле, если что, стояли ведьмаки. И, ну, тут как бы гадалки не ходи, что тут может собраться. Ну, как бы да. Думаю, тут и так все прекрасно это все понимают. А еще тут, скорее всего, и еще один воин соберется. Это вот этот вот челик с ником Мужик. А всех остальных пока я немного не понимаю. Вроде бы как убийцы собираются, но либо же он через 9 убийц будет собираться и ведьмаков в конечном итоге, потому что тут есть темпларка еще в билде. Хотя на самом деле я бы темпларку покупал тогда, когда нету в билде Свена и нету спектры. Потому что если ты собираешь Свена, то, соответственно, ты можешь как бы ведьмаки, драконы, Свен керри и спектра керри собрать. Зачем тебе кто-то другой? Верно? Я думаю, так же. Верно. Ну, посмотрим. Посмотрим, это пока что мои догадки, но я, наверное, когда-то был ведьмой. Какой баш! Фу. Я на мгновение подумал, что я сейчас потеряю винстрик. Вот у меня прям, знаете, если прут взять кусочек прута и поставить между их булочек, оно бы там согнулось. Не, на то, что я нашел Муэрту в двойку, это прям... Ребятки, готовьте. Готовьте свою 5-ю точку. Когда я соберу 9 нежити, ай-яй-яй, какой я вам устрою та-та. Я давно на нежити не играл. Я даже забыл, насколько это прикольно иногда сыграть на нежити. На самом деле, буду честным со всеми. Когда была мета играть через Муэрту керри, я не пользовался этой метой. Я, наоборот, играл против этих ребят и показывал контент. Вот реально, когда была мета эта Муэрта, я не играл специально на нежити. Не то, что, знаете, я там... Ну, мне не хотелось, это не было настолько интересно. Реально это было неинтересно, когда у тебя был супер имбалансный герой, которым ты просто одним героем мог выносить все столы без единого шанса. И я специально не играл на таких билдах. Мне хотелось контента, мне хотелось разнообразия, ну, я думаю, все прекрасно это понимают. Да и я уже 1000 раз говорил, что когда приходит какая-то мета, я стараюсь на этой мете не играть. Я стараюсь играть на чем-то необычном, на чем-то интересном, и чтобы это было играбельно. Но с метой все-таки бороться тяжело. Зачастую с метой бороться тяжело. Итак,
Хотел бы я скипнуть сейчас эти предметы, но я, наверное, возьму арканцы. Наверное, возьму арканцы, потому что у нежити много персонажей, которым нужна мана. И, соответственно, и Муэрти надо мана, и Банши надо мана, и Коню надо мана. Ну, короче, много кому надо мана. Мана-мана. Мана. Да. Кого я здесь вообще опасаюсь? Во-первых, я опасаюсь челика, который соберет воина. Это первое. Убийц я не особо опасаюсь. Пока что он не в лейте, пока что не огромен. Опасаться его нет смысла. Рыцаря. Честно, рыцаря я тоже не опасаюсь. Это как шутка звучит. Ну вот, кстати, парень с ником Мужик нормально так двоек себе нашел. Конечно, он 34 монеты, но имея такой стол, такой уровень и столько двоек, в принципе, 34 монеты это неплохо. Кстати, посох третьего тира шимба. И если он упадет не на 20 раунде, и если Муэрто у меня будет в тройку на 20 раунде хотя бы, я так сказал, хотя бы. Короче, если Муэрто у меня соберется в тройку на 20 раунде, ну, это, конечно, сказки, что она мне соберется, но мало ли. Но посох третьего тира я скипать не буду. Какие в идеале мне нужны предметы для Муэрто? Во-первых, мне нужен посох третьего тира 100%. Мне нужна маска пятого тира 100%. Мне нужен гиперстон третьего тира, либо же Мьёльнир пятого тира. Ну и, соответственно, криты. Все. Вот это вот фулл набор, который мне необходим для того, чтобы Муэрто себя полностью раскрывала уже на ранней стадии. Даже в двойку она будет, будь здоров, сносить лица. Почему я говорю, что мне нужен посох третьего тира? Все такие думают, зачем? Она ж не маг, она ж будет физическим уроном бить. Но вдруг кто забыл, что когда она превращается в свою форму, она начинает все свои тычки бить магическим уроном. А теперь вот представьте, я вот делаю на этом огромный акцент. Вот огромный акцент. Когда Муэрто у вас будет в тройку, и когда она будет в своей форме, весь урон с руки, который у нее будет, этот посох третьего тира, он умножит этот урон. Поняли, да? То есть, смотрите, у вас тычка 500, да, с руки. Она перевоплощается в форму, там, по-моему, сколько-то урона накидывается. И вот эти 600-700 урона с руки, которые у нее есть, умножается на этот посох третьего тира. И, соответственно, сколько урона вы получаете с руки чистого? Ну, просто вот магического. Верно. Что-то около 2000. А теперь прикиньте, какой крит будет вылетать с предмета пятого тира. Задумайтесь на мгновение. Это жестко. Да, конечно. Не, это не так будет работать. Смотрите, вы магическим уроном будете... или так работать. Не, ну это так работает. 100% множителю урона будет с этого посоха. 100%. Но будет ли это крит считать? По-моему, не будет. Я, кстати, пока у меня в винстрике буду брать уровень. Мне нужен 9 минимум. Тут еще есть спектра. Я бы вообще 10 взял. 10 чисто из-за того, чтобы я хотел поставить этого самого... чернокнижников. Я опасаюсь того Хускара. Боже, как я его опасаюсь. Я его, возможно, сейчас пробивать не буду. Но благо он ко мне уже приходил. Вот видите вот эту галочку возле ника? Это означает то, что он ко мне уже приходил. Соответственно, в следующем раунде он не должен ко мне прийти. Сейчас ко мне... Я просчитался. Это не тот. Сейчас ко мне он придет. У него вот что ты хочешь. Все, я понял. Знаете, что сейчас будет? Он соберет антимага в двойку и будет играть через антимага и, соответственно, троллей. Он на 7 уровне по-любому когда-нибудь до его и найдет. А найдет он его в двойку, он мой билд будет разрывать на запчасти. Без шансов. Нет. Души. Хорошо. Я хочу как можно быстрее выкинуть его из игры. Блин, знаете, в чем еще минус? Я вот сейчас уровень как бы беру, но от 9 нежити у меня-то нету. Я очень надеюсь, что она ко мне придет. Мне немного не хватает нежити. Сколько мне не хватает? Получается, есть 1. Мне еще 2 нежити надо найти. Черт. Это плохо. Ну да, видите, рыцарь собирает себе сейчас ведьмаков. У него 2 эма есть уже. Но больше всего я сейчас буду опасаться это человека с ником Вен. Как только этот Вен соберет себе антимага в двойку, не дай бог ему еще и предметы хорошие придет, то все. Знаете, ему для того, чтобы выносить мою нежить, многого не надо. Посох третьего тира и агоним. Все. 2 предмета, и он будет меня сносить без шанса своими троллями.
А еще там маги-боги собираются. Это еще одна заноза в одном месте. Это плохо. Да где мы... Так, есть 8 у меня сейчас. Нежити. Я поролюсь немного, чтобы найти нежить. Мне надо 9-ю нежить найти, чтобы я уже как можно больше сносил им. Муэрта. Так, вот, кстати, 9-я нежить. Так, ты продать, тебя продать. Это так. Посох. И бусы, и посох, бог ты мой. Еще и шар бездны нужен. Боже, как много мне предметов сейчас надо. Как же много мне предметов надо. Во-первых, там маг. Мне нужен шар бездны. Иначе меня маг сотрет в порошок. Кстати, я молнией перекинул Муэрту. И вот этот вот предмет перекинул Муэрту. Все. Сейчас у меня Муэрта начнет стакать посох. Будет все замечательно. Как же я опасаюсь некоторых людей. Благо, пока что этот тролль еще не нашел себе АЭМа. Но бог-маг меня больше сейчас напрягает, потому что бог-маг может мне стереть порошок. Если бы ему упал еще и посох 3-го тира, я бы тут просто коньки двинул. Так, рыцарь. Ну, рыцаря я не опасаюсь, я сейчас его должен в изи выкатать и все. Смотрите. Чик-чик-чик-чик-чик. Опа, чирик, опа, 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 сколько... Ой, сколько зомбарей появляется. Ай-яй-яй-яй-яй. Сколько минус? Что-то как-то мало. Что-то как-то реально очень мало. У меня почти, кстати, тракса в двойку. Ой, в тройку. Не хватает 2 траксы, и будет он у меня в тройку. Отлично. Я бы мог сейчас полностью выйти из инкама, полностью выйти из своего отличного, богатого состояния, но я думаю, пока что нужно немножечко потерпеть, придержать это состояние, и чуть позже, если что, это сделать. По крайней мере, я так думаю. Жалко, что посох... Ой, посох. Ну да, посох. Я только что подумал, что я неправильно назвал посох. Короче, жалко, что этот посох так медленно настакивается. То есть каждого человека, которого убью, то есть каждую фигуру, которую я буду убивать, только в том случае я, соответственно, буду получать бонус от этого посоха. Ну вот только, видите, 3 бонуса получил. Вот и 5 бонуса получил. Долго будет стакаться, к сожалению. Но лучше пусть долго и стабильно, нежели меня будут сносить каждый раз. Хотя на самом деле, когда соберется 9 воинов, меня быстренько оприходуют. Тут еще есть убийца, который может прыгнуть и ваншотнуть мою Муэрту. Что меня ни грамма не радует. Да. Морф в тройку. 50 монет у молодого, и он собрал морфа в тройку. Ого. Угу. Не, ну мне вообще грех жаловаться. У меня винстрик, у меня почти тракса в тройку. Но я бы хотел, чтобы у меня Муэрта в тройку была. Боже ты мой, чел нашел себе маску 5-го тира. Ой-ой-ой-ой-ой. Он еще полностью ролится. Ой, он 9 воинов, походу, поставит сейчас. Блин, а я даже придумать ничего особо не могу. Да, он меня сейчас несет. Вот сейчас он ко мне 100% и придет. Проверяйте. Вот есть 3 человека, которые ко мне не приходили, а этот воин сейчас по-любому ко мне на лицо выкатится. И хорошенечко так присядет. Он еще и Хускара в двойку нашел. Эх, ну что. Ой, ё ты черноротый какой я. Ай-яй-яй. Кто меня тянул за язык? Вот кто меня тянул за язык? Кто тянул меня за язык? Зачем я это вообще говорил? Все. Ну, тут... Все. Сейчас и безоружие сработает, и все, и ГГ. Если у меня не будет маски 5-го тира, да даже не маски 5-го тира, если я посох этот не настакаю как надо, и не будет у меня бусов 3-го тира, хотя бы на реген, то мне ГГ будет. Я даже не знаю, я бы такое, чтобы взять все свои шмотки сейчас полностью переролить. Зевс. Спасибо, Зевс, но ты мне не нужен. Был бы здесь Джакира, кстати, я бы поставил Джакира.
Не знаю, я бы хотел полностью сролиться, но я думаю, не стоит. Думаю, это будет ошибкой. После 25-го раунда я, наверное, попробую сролить предметы. Тут еще 9 убийц. Вот, кстати, 9 убийц пришло. Как же хорошо, что у меня Муэрта успела перевоплотиться. Вот, кстати, плюс против убийцы Муэрти. Муэрта потянула время, и я убийце сколько нанес? Минус 22. Нормально. Стабильно. О, яичко. Яичко. Но Никса я в двойку хотел бы взять. Ой-ой-ой. Энигма еще есть, кстати, я за нее забыл. Блин, я очень плохо делаю то, что начинаю ролиться на мобах. Очень. Я очень много денег потерял сейчас. Ладно. Ладно. Терпимо. Кого я буду менять на Никса? Ну, естественно, Пуджа. Кого же еще? Пудж это не очень хороший персонаж. Не знаю, мне Пудж не нравится. Я не раскрыл его. Да, он иногда там хорош, иногда в очень редких моментах. Очень редких моментах. Когда он может реально взять и притащить к тебе нужную фигуру, застанить ее. Муэрта. Мне не хватает одной Муэрты. Так, я буду ролиться. Муэрта, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Муэрта, 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 Муэрта. Тракса, Тракса это хорошо. Муэрта теперь. Муэрта, Муэрта, Муэрта. Свен это тоже классно. Ну. Черт. Я возьму бусы. Чисто из-за того, что у меня Муэрта никак не хилится сейчас. Поэтому бусы мне нужны. И, кстати, я, наверное, пока закерю Траксу. У Траксы больше всех урона с руки. Плюс у нее есть маска второго тира. Надеюсь, это не ошибка. У нее сейчас где-то будет 500 урона с руки, поэтому я думаю, все будет замечательно. Кстати, я дам пока что ей кливера. Хотя у меня 12 стаков на посохе. Какая боль. Какая боль. Помните, я говорил, что Виен соберет себе эмо? Ой, ё... Кто-то еще сомневается, что АМ это не имбафер фигура? Ребят, вот, без смс и регистрации показывает, что такое АМ. У него только, по сути, один агоним. По сути, у него только один агоним. Он взял, взорвал мне всю команду мою. Да ну, Муэрт, алло, ну 26-й раунд, пора. Одной Муэрты не хватает. Никто сейчас не собирает Муэрту. Дайте мне одну Муэрту. Алло. Одну. Я не прошу 3. Одну. Никто не собирает мою Муэрту. Никто. Была не была, поехали. Ладно, криты это неплохой предмет. Соглашусь. Криты это неплохой предмет. В действительности. Это я себя убеждать пытаюсь. Не вас, себя. Это реально неплохой предмет. Явно не... Короче, это полезный предмет. Просто в данном случае мне нужен немного другой был предмет. Явно не этот. Но, в принципе, неплохо. Пойдет. Пойдет. С пивком пойдет. Пива, правда, нет, но пойдет. Фух. Я думал, мне сейчас этот рыцарь вынесет. Так, все, пока? Пока. Боги услышали мою молитву. Бог рандомно, спасибо. Я верил, что ты есть. Верил в тебя. Но знаете, в чем минус? Как бы я сейчас не пытался крутиться, вертеться, там есть АМ в двойку с агонимом. Поэтому как вы думаете, что меня ждет? Давайте вы сейчас ролик поставите на паузу и напишите в комментариях, что меня ждет. Я думаю, многие напишут свои варианты, что меня ждет против такого АМа. Ну, была не была, попробую. О! Палка это хороший предмет.
Так, это маг. Ну, мага я не боюсь. Пока что. Пока что у него нет агонима, нету посоха 3-го тира, я его не боюсь. Сейчас я ему немножечко на лицо так присяду. Сколько? А, ты в next. Ни слова больше, ты в next. Блин, на самом деле, если мне упадет... А, мне уже не упадет 3-го тира предмет адекватный. Плохо. Я на мгновение подумал, что сейчас есть небольшая вероятность, что мне упадет с этого раунда гиперстон и будет замечательно. А я вспомнил, что 25-й раунд-то прошел. Сейчас-то уже 28-й. Ну как вспомнил. Взял, посмотрел. А знаете, в чем еще минус? У этого Хускара есть возвратка. Предмет 2-го тира. Как вы думаете, что будет, если я начну его сейчас сколбасить максимально со своим уроном на мой эрте? Догадки напишите в комментариях. Но вот какой же ты огромен, бог ты мой. Ей-богу, я опасаюсь этого АМа больше всех сейчас здесь. Больше всех. Я думаю, никто мне не сделает никаких проблем, кроме такого АМа. Никто. Ни одна живая душа здесь не сможет мне составить проблем. Даже как... Ну, честно. Когда у него есть агоним, я даже какую расстановку не поставлю, он меня будет сносить везде. О, кстати, вот тут пришел ко мне. Эх. Ну, конечно, конечно. Ну, ладно. Помните, я в начале игры говорил о том, что здесь будет какой-то подвох. И вот этот подвох. Все, что нужно Эму для игры. Не знаю, может быть, если БКБ у меня будет, тогда я смогу хоть что-то делать. Хотя я не уверен. БКБ явно не будет ошибкой, потому что есть много предметов на контроле, и они меня бесят. То же самое Безоруж, Хекс и тому подобное. В данном случае у них есть Обезоруж. Как минимум. Как минимум есть Обезоруж. Поэтому БКБ, в принципе, неплохо ко мне зайдет. Плюс я смогу выжить против антимага и настакать, соответственно, посох. Соответственно, настакать много урона. И, возможно... Хотя, не знаю, не знаю. Но, как назло, мне БКБ не упадет, как назло. Ну, посмотрим. Вот-вот-вот. Скрестил пальчики на руках. Посмотрим. Но вы можете сами наблюдать без смс-регистрации, насколько же все-таки АМ жесткий. Сейчас Вен приходит к этому воину, дает ему пару раз по щам и до свидания. Мне бы хотелось взять Киру, кстати. Кстати. Можно было бы взять Киру. Но я не смогу 10-й взять. А сидеть, как бы думать о том, что придет, не придет. Я рискну. Ладно. Мне, наверное, все-таки Хекс сейчас... Ой, Хекс. Рефрешер понадобится. Во-первых, рефрешер даст мне то, что я смогу 2 раза юзнуть подряд свою способность. 2 раза подряд смогу юзнуть свою способность, соответственно, возможно... Боже, у него там еще и арчит. Без БКБ мне здесь не выжить. Слишком много контроля у Виена. У него арчит, у него обезоруш, у него есть агоним. Пум-пум-пум-пум. Как же поступить? Не знаю, я попробую сейчас как-то такую расстановку сделать. Может, это поможет. И рефрешер я взял не просто так. Я же говорю, что 2 раза подряд я смогу завязать свою способность. Это первое. Второе, это манореген. Манореген ужасно мне поможет. Ну какой Дум? Какого лешего ты в меня Дум кинул? Объясни мне, пожалуйста. Почему именно в меня? У тебя столько целей было, а ты кинул именно в меня Дум. Серьезно? У Хускара, кстати, бессмертие. Ну там без шансов. Смотрите, какой урон. Сейчас Муэрта в форму превратится и Хускар улетит. Смотрите. Бэм-бэм. Еще винстрик слил. Опа. Ну, кстати. Кира смотрится не так уж плохо. Реально смотрится Кира не так уж плохо. Можно было бы попробовать и взять эту Киру. Но если упадет еще раз эта Кира, то я по-любому возьму. Единственный минус. Придет ко мне АМ. Он сядет же просто мне на лицо, начнет меня бить. Я, во-первых, ману не настакаю никак. Во-вторых, я в вечном стане буду из-за его агонима.
Надо БКБ. Честно, если смотреть, что Кира либо БКБ, я бы взял все-таки БКБ. Слишком много контроля у моих врагов. Слишком много. А без оружия, арчиды всякие. Ух. Мне сейчас объективно повезло. Объективно мне сейчас повезло, но моему врагу не очень. Виен выиграл. Что? Не понял. А как воин выиграл такого Виена? Чё-то я вообще сейчас не понял. А, понял. Тогда мне теперь все понятно. Что вы понимали? Вен перекинул все шмотки в Хускара и подумал, что этого будет достаточно. Этого будет достаточно против меня, но не против этого мужика. Он на воинах играет, и своим Хускаром просто умрешь от него. Да. Ну ладно, это не мои дела. Мне тут главное себя хотя бы сейчас хоть как-то вытащить. Так, ну вот, кстати, опять этот воин. Только не Дум. Только не Дум, только не в меня. Ну ты, ну просто, ну какая же ты заноза в заднице. Честное слово. Так, слышь, а ну сдохни-ка, а. Ну, сдыхай, пока много зомбарей. Сдохни, 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 сдохни. Обидно. Если бы сейчас он умер, когда у меня было столько зомбарей, то я бы ему очень много нанес по лицу. Но, к сожалению, этого не случилось. У меня сейчас посох 20 раз на стака, но из-за того, что есть VN, он мне все эти стаки посоха сейчас несет. Но и убирать посох — это ошибка. Потому что если убрать этот посох, я потеряю свой урон. Я тогда не смогу пробивать Хускара. Обезоруш, арчит, возвратка. Не знаю, может криты перекинуть сейчас. Ой, арчит на лицо прилетел. Ну, почему? Чё так долго? Почему так долго Сайленс висит? Ну, уже прошло больше, чем 6 секунд. Арчит висит 6 секунд. Я его еще и выиграл. Каким образом? Каким образом я его выиграл? Ну, это кринж немного. Я надеюсь, что сейчас мне упадет БКБ. Мне очень нужно БКБ. Интересно, он додумается обратно? А, у него Дум. Я что-то Дума не увидел изначально. То есть мне мало ли того, что арчит прилетел, так мне еще и Дум прилетел на мою арту. Угу. Не знаю, у меня есть идея это перекинуть криты сейчас в Траксу. Но толку от этого. Интересно, через сколько времени он поймет, что нужно перекинуть шмотки обратно в антимага, и антимаг будет решать все вопросы. Пока он играет на Хускаре, как бы он ничего не сделает. Чпук-чпук-чпук. Как же много урона. Темпларка. Я бы мог взять арчит, но... Арчит — это не тот предмет, который мне надо. БКБ, 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 БКБ! Я беру цепочку. И сейчас объясню, почему именно я цепочку взял. Во-первых, цепочка — это контроль. Как минимум это контроль. Во-вторых, это реген маны. Через рефрешер это будет x2 реген маны. И в-третьих, это из-за того, что если бы я попробовал зарандомить сейчас сундук, то я бы, наверное, выбил какой-то альтернативный некромикон, который мне вообще не нужен. А, все, догадался. Ну все, конечное. Проверяйте сейчас, что будет. Без смс регистрации, смотрите. Ля-ля тополя, ля-ля-ля-ля.
Минус 15. Привет. Привет. Кстати, я заметил одну тенденцию. У меня сейчас... Опа. Не, ну я хотя бы воина выкинул, спасибо. А, не выкинул, минус 27 нанес. Вот теперь это хорошо. Сейчас, если он ко мне еще раз придет, устроим ему рандеву в next катку. Но минус в том, что у меня осталось 5 стаков на посохе. Это уже плохо. Вот и минус. Да, было бы БКБ, было бы все поиначе. Но... Не знаю, возможно, мне понадобится ставить волшебников и делать морских, чтобы антимаг сам себя взорвал. Это один из вариантов, которые я могу сейчас придумать. Кстати, вот опять воин пришел. Тык-дык-дык-дык-дык-дык. Ой. Ой, как это только что бальзам на душу был. Но видите, есть импакт от цепочки. Во-первых, я сразу почти в форме появляюсь. Это первое. Второе, в контроле находится много же его фигур. В-третьих, он сейчас вылетел. В-четвертых, я убиваю его думу. Моментально причем. Кстати, а Вингам можно мне придет уже как бы в нормальный уровень? Я более чем уверен, что мне даже сейчас этот талисман не поможет. Не знаю, что мне должно помочь. Не, на самом деле я знаю, что мне может помочь. Если доживу до 40-го раунда, а я вроде бы как должен доживать до 40-го раунда, если он, конечно, мне сейчас 2 раза по минус 30 не даст. Хотя физически он не может дать мне по минус 30. Он мне может дать максимум, это по минус 20, по-моему, 20 с чем-то, так, плюс-минус. Ну-ка. Ну вот, пока это безоруж, пока это торчит есть, у меня проблемы. Стреляй. Вот если бы сейчас не было этого коня рядом, то я бы его взорвал. Но если бы до кобы, во рту бы росли грибы. Знаете такую поговорку? Возможно, может ну, не знаю. Я, возможно, даже уже не успею перестроиться. На мгновение я подумал о том, что, может быть, попробовать все-таки собрать ведьмаков-драконов. Не знаю, я сейчас перекинул криты в Траксу. Может быть, это мне поможет, чтобы безоружка мне не прилетел. Ну-ка. Как не безоруж, так цепочка. С Арчидом вместе. Просто на лицо вот так вот. Добрый вечер. Перевоплотись ты уже. Ну давай. Стреляй. Стреляй, как в жизни никогда не стреляла. Убей его. Какая боль. Но хотя бы... Хотя бы доживу до 40-го. Может, БКБ упадет сейчас. Но Свена я, наверное, не соберу уже. Да и я думаю, это уже опасно собирать именно Свена. БКБ. Молю. Молю БКБ. Ребят, сейчас все вместе, кто меня поддерживает, смотрит эту каточку. Пальцы скрестили на руках. И смотрите, упадет ли мне БКБ или нет. БКБ. БКБ. Мне нужно БКБ. БКБ. Давай БКБ. Жалко, что третьего тира мне не упал гиперстон. Ну ладно. О боги. А у меня есть идея. У меня есть идея. Мне сейчас упал башер. И знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас сделаю 2000 IQ move. Я думаю, мало кто такое ожидает сейчас от меня, но вы сейчас увидите. Мне главное в этот момент сейчас не обкекаться, когда я перекидываю там шмотки. Так, обезоружить, Не успел. Фух, у меня есть дубль 2. У меня сейчас есть дубль 2. Есть вторая попытка, когда я могу его вынести сейчас. Вторая попытка есть. Я, кстати, чтобы подозрений не вызывать, я не буду Абадона перекидывать. Я возьму просто с Абадона, перекину предметы. Да.
Так и сделаем. Главное, чтобы Башер именно ударил в антимага. Так, смотрите. Гениальный мув, смотрите, 200 IQ мув. Дынь. Ой, а что такое? А что такое? На имбе не смог затащить, да? Ой-ой-ой. Ой, минус катка. Я доволен собой. Просто наихитрейший мув только что сделал. Фу, это реально была крутая катка. Это было просто гениально. Я передать словами не могу, насколько я сейчас в шоке на самом деле. Боже, это было круто. Это было круто. Ему жестко повезло, мне тоже жестко везло. Ну вот, переиграл я его, переиграл. Я взял, Башер перекинул в Никса, а Никс забашил именно антимагу. Он не забашил селедку. Селедка в тройку, по-моему, дешевле стоит, нежели антимаг в двойку. И, соответственно, приоритетным для Баша стал антимаг. Тот персонаж, который ближе. И вдруг кто не знает, Баша работает вокруг вас. То есть, ну, вы можете обратить внимание, там, навестись на Баше, он вокруг вас будет вот так вот квадратиком работать, в одну клеточку. И, соответственно, он выбирает цель, которая самая дорогая, насколько я помню, то он выбирает самую дорогую цель в приоритете. И антимаг в этом плане был намного дороже, чем, ну, не намного, на одну монетку, наверное, либо же одинаково. В общем, рассказываю. Если же у вас есть у противника есть самая дорогая фигура, допустим, да, там 8 монет стоит, то в приоритет башиться будет именно эта фигура. Но если таких две фигуры, то, соответственно, будет ближайшая башиться. И вот в данном случае забашился АМ. Даже если селедка с АМом одинаковой стоимости, то забашился именно АМ. И этим мувом я только что взял и вытащил себе каточку. Что я хочу сказать по поводу вот нежити. Скажу следующее. Нежить, в принципе, играбельная синергия, намного баланснее, чем она была до этого, когда была очень овер, муэрта, забущена, просто нереально, отпад, полный, не знаю, вот полный набор слов, которые только можете собрать в одну строчку, вот такая муэрта была раньше. Сейчас же это балансно, играбельно, законтрить это можно. Ни в коем случае это сейчас не имба. Но, если вам везет, как мне вот сейчас, да, вот в данном случае мне реально по нежити хорошо везло. И если так по нежити везет, собирайте, и вы не пожалеете. Но в этой катке не было зверей. И была огромная вероятность, что зверь мог мне наносить... Ой, как неприлично. Ох, как неприлично. Там такие суммы неприличные мог наносить. Звери — это контрпик нежити. Звери нереально душат нежить. Именно через суммоны. Поэтому, если в катке есть звери, то, скорее всего, задушит. Но если вам идет, соответственно, нежить, и если у вас, допустим, есть довольно-таки хороший стол, и вы можете взять сразу 9 уровень, поставить 9 нежити, но при этом потеряете свой инкам, делайте. Делайте, потому что чем раньше вы соберете 9 нежити, тем больше вы будете накатом всех брать. Но нужно учитывать то, что вам нужно стол как минимум пару единиц в двойку. Ваши мейн-керри должны быть в двойку. Не будут они в двойку, будут проблемы. Ну и в принципе все. По традиции вы напишите в комментариях, что думаете по поводу этой катки, что хотите добавить по этой катке. И напомню, 50 лайков под этим роликом, то я выпущу Керри Легионку в каком-то интересном билде. Как-то так. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забываем за лайк. Не забываем за комментарий. А также, кто не подписан на мои каналы, обязательно подпишитесь на YouTube и Telegram. Telegram тоже закреплен в комментариях. Всем удачи.